Вчера произошел пожар в соборе Парижской Богоматери. Весь мир с ужасом следил, как огонь уничтожает один из самых известных в мире памятников архитектуры. В социальные сети сразу пришла полиция скорби и начала травить тех, кто неправильно переживает и тем более позволяет себе шутить над трагедией. Инстаграм и Фейсбук заполнили грустные эмодзи. Москвичи понесли цветы к посольству Франции. Наше Министерство культуры пообещало даже прислать французам денег. А Путин не только выразил соболезнования президенту Франции Макрону, но и предложил отправить в Париж лучших российских реставраторов. К сожалению, русские города не удостаиваются такой чести, как Париж. Русская культура и история никому не нужны. Люди, переживающие за Париж, совершенно спокойно сносят остатки исторического наследия в своих родных городах. Оно и понятно, ведь за Париж переживать куда естественнее. И это ужасно, что у парижских детей, что у детей наших чиновников теперь не будет прекрасного собора. Хотя, конечно же, собор восстановят, и, к счастью, разрушения оказались не критичными, пожар уже потушили, и, что удивительно, даже интерьеры не пострадали. Но что касается наших детей, то их судьба и воспитание мало кого беспокоит. Да? Как у нас говорят, русскому Ваньке хватит и торгового центра. Половина страны у нас лежит в руинах. Наше наследие разрушается без войн и природных катаклизмов. Оно разрушается и погибает, потому что всем плевать. Никто не ставит свечки в Фейсбуке у себя на аватарку, никто не несет цветы к представительствам Калужской или Ярославской областей в Москве. Путин не посылает реставраторов в Тюмень. Я сегодня хочу вам просто привести один из примеров, но вы должны понимать, что подобные ситуации, они случаются практически каждый день по всей стране. В Нижнем Новгороде снесли дом Ассонова и Красильникова, который с ноября 2018 года входил в перечень выявленных объектов культурного наследия Нижегородской области. Этому дому было как минимум 100 лет. Еще недавно здание выглядело вот так. Это здание принадлежало Нижегородской митрополии. Градозащитница Марина Чуфарина говорит, что дом был передан РПЦ для реставрации и последующего приспособления для церковных нужд. Сейчас здание завесили баннерами. Но если заглянуть за баннеры, то становится ясно, что никакого дома Ассонова и Красильникова, никакого выявленного объекта культурного наследия больше нету. Зато есть новая стена из новых пеноблоков. Я шокирован этим случаем открытого вандализма, в который, насколько мне известно, оказались вовлечены и церковные структуры, получившие объект в безвозмездное пользование от города. И именитые реставраторы. Комментирует КЗ ситуацию историк Станислав Дмитриевский. Дом Аносова и Красильникова является одним из наиболее интересных нижегородских памятников деревянного модерна. Уничтожение в областном центре статусного, охраняемого законом объекта культурного наследия – это совершенно небывалая история даже для недоброй памяти времен Шансова и Сорокина. Они, по меньшей мере, обставляли свои действия видимостью законности. Совершено преступление, предусмотренное статьей 243 УК РФ. Пояснил градозащитник, добавляя, что виновные в случившемся должны быть жестоко наказаны. Отреставрировала, в кавычках, дом Аносова и Красильникова известная Владимирская ООО «Региональный инженерный центр», сокращенно РИЦ. Ранее оно участвовало в реставрации ряда важных исторических объектов, таких как Казанский собор, Михайловский замок и Адмиралтейство в Петербурге. И, судя по официальному сайте компании, специализируется в основном на церквях и соборах. Кстати, вот пара интересных цитат директора ООО «РИЦ» Юрия Коваля. Лечение конструкции зданий с множественными повреждениями является крайне злободневной задачей, не имеющей разработанных стандартов, нормативов и зависящей только от квалификации и опыта реставраторов. ООО «Региональный инженерный центр» наряду с иными работами специализируется на восстановлении таких сооружений и их подготовке к финишной, то есть художественной стадии реставрации. Возможностью бережного сохранения исторического наследия, зодчества гордится весь мир. И мы не должны забывать свое прошлое. Не имеем права его не сохранять. Для этого есть все. Техника, материалы, живущие среди нас носители технологий, готовы участвовать в решении этих задач и готовы делиться особенностями их реализации. Интересно, что теперь эта контора напишет в своем портфолио про дом Аносова и Красильникова, который она тупо снесла. Приказ о включении здания в список выявленных объектов культурного наследия был издан Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Но попам и их подрядчикам плевать даже на распоряжение правительства региона. В
принципе, я не очень удивлюсь, если окажется, что на месте Казанского собора в Питере давно тоже стоит муляж из пеноблоков. 2 года назад Русская Православная Церковь уничтожила старейшее здание Екатеринбурга. Причем это была церковь, храм на территории монастыря. То есть не какой-то сарай, они храм уничтожили, старейшее здание Екатеринбурга. Здание было построено в 18 веке и сохранилось до наших дней. Попов даже снос церквей не смущает. Я вам неоднократно показывал, как РПЦ уничтожает историческое наследие. Уникальные церкви, они либо разваливаются, либо их реконструируют, ремонтируют, делают какой-то убогий ревремонт, что ничего не остается. Поэтому чего удивляться, что какой-то деревянный дом, по их мнению, не представляющий никакой ценности, дом каких-то купцов непонятных, что они взяли его и снесли. Да? А что такое? Это же не Париж, а раз не Париж, то не жалко. Поплакав о Париже, самое время посмотреть в окно на сотни и тысячи никому не нужных разрушающихся памятников архитектуры. На исторические центры городов, которые уничтожаются и перестраиваются. На деревянное наследие, которое просто сжигают, чтобы на их месте, на месте этих старых домов можно было построить очередную многоэтажку или очередной торговый центр. Это происходит по всей стране. Может быть, после Парижа останется немного слез для нашей страны, и кто-то наконец обратит внимание на катастрофу, которая происходит за нашим с вами окном. Всем спасибо, не забудьте поставить лайк и распространить это видео.